Положение о порядке прохождения военной службы утверждено Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года номер 1237. Порядок учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха. С изменениями и дополнениями от 21 февраля 2019 года. 1. Учет времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверхустановленной продолжительности еженедельного служебного времени, далее именуется сверхурочное время, и отдельно учет привлечения указанных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни, в часах, а также учет, в сутках, предоставленных им дополнительных суток отдыха в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона о статусе военнослужащих и предоставленного им времени отдыха, в часах, ведется командиром подразделения в журнале. 2. Форма и порядок ведения журнала устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором предусмотрена военная служба. Правильность записей в журнале еженедельно подтверждается подписью военнослужащего. 3. Когда суммарное сверхурочное время исполнения должностных и специальных обязанностей в выходные или праздничные дни с учетом времени, необходимого военнослужащему для прибытия к месту службы от места жительства и обратно, достигает величины ежедневного времени, установленного регламентом служебного времени для исполнения должностных обязанностей, военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, по его желанию предоставляются в другие дни недели дополнительные сутки отдыха или они присоединяются к основному отпуску. Дополнительные сутки отдыха в количестве не более 30, присоединяемые к отпуску, в продолжительность основного отпуска не входят. 4. Сведения о количестве дополнительных суток отдыха, присоединяемых к основному отпуску, представляются командиром подразделения в штаб воинской части кадровый орган. 5. Время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках. За каждые 3 суток привлечения к названным мероприятиям указанному военнослужащему предоставляются 2 суток отдыха, установленных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона о статусе военнослужащих, из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в одних сутках. 8 часов и 12 часов. Время отдыха, компенсирующее участие в данных мероприятиях, предоставляется военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, как правило, по окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания боевой готовности подразделения и интересов службы.